Я рос как бы в обычной совершенно семье, не, ну, как типичной для России, на самом деле, неполной семье, как бы. И, в принципе, ничем особым там не выделялся, кроме способностей к шуткам. Я до определенного момента был обычным совершенно ребенком, а потом в каком-то возрасте, мне кажется, в каком-то подростковом, как раз пубертатный вот этот период, когда начинается перестройка организма и все такое, я нормально так раскабанел. И был довольно толстым ребенком вплоть до там, какого-то класса, типа 10-го, наверное. Вот, самый такой возраст, типа максимальной неуверенности в себе, когда ты подросток. И плюс ты еще подросток с лишним весом, тебе как бы тяжело, ну, совладать вообще с собой и с тем, как на тебя там смотрят люди и все такое. Вот, но мне кажется, я как раз вот в тот момент понял, что это не так все там важно, если ты нормальный чел, и если ты можешь там нормально пошутить, и ты даже можешь понравиться там любой девушке, типа, если ты умеешь правильно там себя преподнести. Как бы в этом смысле у меня никогда каких-то особенных проблем с коммуникацией не было, потому что я довольно коммуникабельный человек. Не могу сказать, что мне просто, там, допустим, супер просто кому-то подойти на улицу и начать разговаривать. Я вообще считаю, что так делать не надо, если только самим собой. Я абсолютно практически в любой компании, кроме, конечно, там чикарей лютых, к примеру, могу нормально как бы себя вести и найти общий язык с людьми, если, конечно, они не те самые ребята, с которыми ты не хотел бы общаться. Ну, то есть не чикари лютые, ну, то есть как бы тут все просто абсолютно, типа, если ребята чикари, зачем с ними общаться? Ты вроде думаешь, что нормальный чел, а он как бы посмотришь то, что он рисует, и, ну, пиздец, как бы. Ну, вот ты совладаешь с собой, как бы с ним договорил, все, но ты потом больше просто с ним, типа, он тебе пишет, и ты такой, чел, я занят, извини, и все. Так раз, два, и потом сами ребята отмораживаются, ну, то есть, может, они, ну, мне кажется, они, конечно, не понимают. Как-то так сложилось, что большую часть жизни как-то я дружил типа с людьми, которые абсолютно были вне каких-то субкультур, в которых я состоял. Но когда я начал рисовать граффити, ну то есть понял, да, соскочил с граффити, начал делать граффити, потому что это принципиально две разные штуки. В граффити там совершенно по-другому обстоят дела, и все ребята, которые занимаются вот граффити, они, ну то есть это общий какой-то разум, который помогает нам волеизъявлять волю Баба-Янга в том числе. Атмосфера абсолютно такая дружеская и добрая. Я не знаю, как в граффити, я много слышала этих прекрасных историй о том, что все там братья и так далее, но, как часто оказывается, потом заявляют одно, а на самом деле все несколько иначе. Это такое, на самом деле, суждение извне, потому что я не считаю себя граффитчиком. Я считаю себя натуралом. Дружба — это типа хейтить чикарей лютых, там, делать нормальное граффити, не срываться на граффити. Потому что, ну, типа, если ты делаешь граффити и потом вдруг решил нарисовать граффити, типа, это явно дауншифтинг, то есть, типа, чел, ну, пора там попить водички, запереться в комнате, немножко прийти в себя и пойти делать нормальные рисунки, а не вот эту хуйню, там, типа, блядь, белые блики, аутлайны, там, вот это все говно. Ну, типа, кому это надо? Ну, никому. Абсолютно только вот этой тусовке ребят, альтернативно одаренных. Но не мне. Если бы не творчество, то, наверное, ну, человек я не азартный, поэтому ставки мне не подходят. О, я бы, наверное, уже разбился на машине просто и все. Я не знаю, ну, просто купил бы себе какую-нибудь заряженную там BMW тройку и разъебался, разложился просто на трассе. Наверное, так.
Существует много точек зрения на то, что как бы происходит вообще в искусстве, там актуальные тренды и все такое. И есть как бы несколько, ну не направлений, но каких-то подходов к деланию искусства, которые имеют место быть сейчас. И то искусство, которое, к примеру, мы видим на Венецианской биеннале от России, мне его тяжело как-то вообще соотнести с тем, что, как мне кажется, происходит по-настоящему вот в искусстве. Потому что на самом деле то, что попадает на, там, к примеру, я говорю просто о признанном институциями каком-то стафе, этот став, то, что уже признано, и все вот там ребята из каких-то больших институций говорят, что это классно, это в основном уже мертвое искусство, и оно на самом деле не имеет уже никакой силы в большинстве своем. Есть отдельные классные работы, есть там плохие художники с хорошими работами, есть хорошие художники с плохими работами, но в целом, типа, если ты попал в музей, тебе пизда. Типа, все, ты можешь закрываться, и как бы, надо, грубо говоря, перепридумывать абсолютно все свои подходы, все темы, с которыми ты работаешь и так далее. Я вообще считаю, что будущее за анархопримитивизмом. Нужно всем брать оружие и уходить в лес, и пиздец. Ничего хорошего здесь больше не будет. Будет вот этот какой-то колониальный, я даже не знаю, как это сказать, колониальный, зверский капитализм. Типа, когда ты просто работаешь всю свою жизнь, чтобы работать. Немножко грустно, но мне не грустно. Будущее за малыми делами, типа ты делаешь вокруг себя комфортно все и классно, и так потихоньку все начинают делать все вокруг себя классным и хорошим, и тогда все становится классным и хорошим, и ты, и даже граффити, может быть, когда-то станет хорошим и классным, но я думаю, что вряд ли, потому что все-таки граффити его поглотит, наверное, однажды. Нет, типа граффити вышло из граффити, типа это очевидно, то есть это более какая-то древняя такая примордиальная тема, которая изначально была, а вот граффити — это довольно искусственная история и от чернокожих ребят из Бронкса. Зачем говорить серьезно, когда можно говорить несерьезно? Потому что вообще все, что связано с собой, нельзя, мне кажется, воспринимать серьезно, как и вообще в жизнь. Потому что воспринимать серьезно жизнь — это большая ошибка. И воспринимать серьезно граффити — это тоже очень большая ошибка. Нужно делать граффити просто и все. А то, что ребята называют там какие-то граффити, ребята называют там новичков таями, потому что они несерьезно относятся якобы к граффити, так это же... Я вообще не считаю, что это какое-то обзывательство, типа я вполне нормально считаю себя тоем, потому что не отношусь к серьезному граффити, потому что, блядь, ребята, извините, как можно к рисованию на стенках относиться серьезно, вы типа в себе? Я как-то начал переосмыслять вообще то, чем я занимаюсь, и в какой-то момент я подумал, что, может быть, уже пора как бы лямку-то затянуть и начать там какими-то более серьезными делишками заниматься. Вот, там больше в искусство там уйти и так далее, но есть такой момент, я просто понял, что я не могу не рисовать на самом деле, то есть проходит какое-то время, и я ловлю себя на мысли, что, грубо говоря, один раз графичик, навсегда графичик, ты всегда выпаливаешь какие-то места, всегда там что-то прикидываешь, там и все такое, то есть, невозможно, мне кажется, полностью соскочить с этой всей истории, потому что это определенное мышление. И, в принципе, это даже в искусстве, типа, такая штука есть, что много графичиков стало заниматься искусством, и как бы это такой дух времени на самом деле. И я решил для себя, что, в принципе, пока мне это доставляет какое-то удовольствие, почему типа, нет никаких причин как бы завязывать с граффити. Вот и все. Поэтому я рисую, пока мне нравится. Когда, может быть, в какой-то момент я пойму, что мне это больше не доставляет удовольствия, я просто перестану без сожаления рисовать, потому что, это жизнь, так бывает. Никому не нужны никакие советы, по большому счету, типа, каждый, я думаю, что должен до всего доходить самостоятельно. Типа, понятно, что
тебе может это на что-то, на какую-то мысль, типа, направить, но пока ты сам до этого в любом случае не додумаешься, типа, за тебя до этого никто не додумается. Даже если кто-то уже додумался, а ты не додумался. Ну, такая это сложная, но нолановская тема, понял, такая многоходовочка, сон во сне. Типа, если ты не додумался, но за тебя додумались, то ты, считай, не додумался. Ну, ты понял. Кто не понял, тот поймет. Скоро команда King поглотит вообще граффити, и он наконец-то перестанет существовать. И все перестанут обсуждать эти тупые обсуждения про то, что есть граффити, что не граффити, что стрит-арт, можно ли рисовать муралы. Ответ нет. Рисовать муралы нельзя. Граффити рисовать тоже нельзя. Это очевидно. Я даже не буду ничего объяснять здесь. Лучше не рисуйте. Вообще не начинайте рисование, потому что это греча. Я бы на вашем месте не стал. Но если вы уж встали, давайте не будем это начинать. Но если уже начали, то давайте.